Всех приветствую на канале Geyserfly в США. Когда смотришь на Geyserfly, то создается впечатление, будто ты каким-то образом незаметно для самого себя оказался внезапно на другой планете. Возможно, на Марсе, а может и в параллельном мире, полном сказок, магии, загадок и приключений. Оранжевый, бутылочный, красный, песочный, зеленый, коричневые цвета придают трем небольшим скалистым склонам и гейзеру, выбрасывающим из их вершин кипящую воду, необычный, уникальный и неповторимый вид, который особенно шикарно выглядит, освещенный солнечными лучами, что добавляют в ландшафт новые, яркие и удивительные оттенки. Расположен Geyserfly в засушливой пустыне Солончак Блэк-Рок американского штата Невада, США, на высоте 1230 метров над уровнем моря, в 30 километрах от города Герлах. Несмотря на то, что этот удивительный феномен принято считать гейзером, на самом деле его скорее можно назвать термальным источником, так как вода здесь бьет постоянно, тогда как гейзер водяную струю выбрасывает периодически. Что касается Fly, то поток, льющийся из него ключом горячей воды, не останавливается ни на секунду, а высота фонтанов, их тут не один, а целых 3, составляет около 1,5 метров. Если учитывать окружающий гейзер-ландшафт, а также размер природного возвышения, из которого он бьет, то общая высота этого удивительного явления составляет более 3,5 метров, при этом размер его не постоянен, поскольку он постоянно растет. Гейзер, который расположен в США, Невада, со стороны выглядит следующим образом. Звездочка, 3 фонтана кипящей воды, бьющие под давлением на 1,5 метра строго вверх, звездочка, разноцветные возвышения, похожие на причудливые скалы, образованные в основном твердыми минеральными отложениями. Звездочка, террасы, имеющие яркую разноцветную окраску, представляющие собой горизонтальные или слегка наклоненные ровные площадки. Раньше про этот гейзер долгое время широкой публике абсолютно ничего не было известно, так как он успешно прятался среди озер и болот. Ситуация изменилась после того, как одному фотографу из США удалось отснять и опубликовать несколько чрезвычайно удачных кадров. История образования гейзера Fly, который расположен в штате Невада, не менее интересна и необычна, как и его внешний вид. Создан он был совершенно случайно. При этом немаловажную роль в его образовании отыграла не столько природа, сколько человеческий фактор. Его появление прямо связано с бурильными работами, производившимися здесь в 1916 году. Что именно рабочие пытались сделать, то ли вырыть скважину для колодца или даже создать оросительную систему, то ли искали нефть, источники расходятся. Поскольку местность эта находится в зоне активно действующих вулканов, стоит заметить, что даже на некотором расстоянии от них жизнь под землей чрезвычайно бурна и активна. Это относится также к подземным водам, протекающим относительно недалеко от поверхности Земли и близко к магме, которая нагревает их до температуры кипения. Кипяток этот мирно бежит по своему руслу, а когда ему случается попадать в трещины, ведущие на поверхность Земли, он поднимается по ним вверх. Отверстие, сделанное рабочими, оказалось настолько глубоко, что они не только добрались до геотермального кармана, но и пробили его. Естественно, кипящая вода их нисколько не заинтересовала, поэтому дыра, как и место бурения, были законсервированы, и о них на протяжении долгих лет просто забыли. Тем временем горячая вода по трещинам постепенно начала прокладывать себе путь наверх. Процесс этот оказался довольно долгим и продолжительным. Но через 50 лет ей удалось полностью пробить себе дорогу на поверхность, где она начала создавать из растворенных в ней минералов причудливый и удивительный ландшафт, маскируя свою работу озерами и болотом вокруг него. Причудливые цвета гейзера, окрас созданных гейзером природных скалистых возвышенностей, как и террас вокруг него, не может не поражать. Такое сочетание цветов, тем более у природного фонтана, на нашей планете редко где встретишь. А виноваты в этом растворенные в кипятке минералы, которыми так богата местность вокруг источника. Особенно это касается солей, карбоната кальция, магния, натрия, железа и сине-зеленые водоросли. Цианобактерий, облепившие твердые минеральные отложения. Минералы, сама вода гейзера, который расположился в штате Невада, чрезвычайно сильно насыщена полезными минеральными веществами, которые обогащают ее, проходя через различные слои геологических пород. Поэтому нет ничего удивительного в том, что растворенные минералы, появляясь на поверхности, вступают в реакцию с находившимися там веществами, взаимодействуют с ними и приобретают тот или
иной цвет и оттенок. Скапливаясь вокруг источника, они затвердевают и начинают нарастать друг на друга, довольно быстро формируя 3 небольших скалы, которые с каждым годом значительно увеличиваются в размерах. При этом, учитывая, что в пустыне Black Rock вот уже на протяжении долгих лет активно добывают гипс, можно с уверенностью утверждать, что при строительстве стенок гейзера он также играет не последнюю роль как увидеть гейзер, а вот увидеть это чудо непросто, к фонтану подойти довольно-таки тяжело из-за огромного количества озер и болот вокруг него. Это вряд ли остановило бы смельчаков, если бы земли не находились в частной собственности, хозяева которой, чтобы защитить свои земли от внезапно хлынувшего наплыва туристов, полностью обнесли свою территорию чрезвычайно высоким забором. Владельцы ранчо ведут настолько скрытный образ жизни, что любые попытки властей договориться с ними и сделать чудо-гейзер достоянием общественности или продать участок, результатов не приносят. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.